Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре линкор 5 уровня Германии König, который находится в основной ветке немецких линкоров. Вершина ветки – это супер линкор Ганновер, который позволит ощутить всю мощь немецких ПМК линкоров, а заодно избавит ваши карманы от запасов серебра. Среди всех линкоров 5 уровня König занимает позиции ниже средних по проценту побед, количеству потопленных кораблей, среднему урону и опыту за бой. Но несмотря на это, линкор находится на втором месте по количеству проведенных боев, уступая лишь американцу Нью-Йорк. И при этом König более эффективен, чем Нью-Йорк по всем показателям. В обзоре подробно разберем характеристики линкора, обозначим его сильные и слабые стороны. И, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет среднее количество очков боеспособности на уровне 47100 и вдобавок не самую худшую противоторпедную защиту 22%. Бронирование одно из лучших на уровне. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 350 мм, а цитадель довольно сильно утоплена. Носовая часть имеет бронепояс с толщиной 135, 150, 175 и даже 200 мм и обшивку 19 мм. А в кормовой части бронепояс 135 и 150 мм и обшивка 19 мм. Бронирование палубы в носовой части 19 мм, в центральной 30, а в кормовой 20 мм. И никуда не делись надстройки с толщиной бронирования всего 13 мм. И такое бронирование вполне способно сдержать урон бронебойных и полубронебойных. А цитадель выбить непросто. König имеет среднюю маскировку на уровне. Прокачав перки капитану, получим 12,7 км заметность кораблей и 7,6 самолетов. И такая маскировка иногда позволит реализовать всю мощь главного калибра. Линкор имеет невысокую скорость хода 24 узла и хорошую на уровне, радиус циркуляции 620 метров и время перекладки рулей 13,2 секунды. Перейдем к орудиям. Линкор имеет 10 орудий в 5 башнях с малым для уровня калибром 305 мм и средней дальностью 16,5 км. В попытках реализовать полный залп придется раскорячиться. И теперь все башни смогут принять участие в полном залпе. Снаряды имеют хорошую скорость 855 метров в секунду, а орудия перезаряжаются 26 секунд, что лучше многих одноклассников. Но башни медленные, и мы обязательно улучшим их перками капитана. В распоряжении орудий фугасы с заниженным уроном 3500 единиц и стандартные бронебойные с уроном 8400, что дает крайне низкий вес залпа, невысокий ДПМ на фугасах, но один из лучших ДПМ на бронебойных. Бронебойные снаряды неплохо расправляются с бортоходами, а орудия стали немного точнее, хотя точности по-прежнему не хватает. А против рамбующих линкоров и эсминцев есть фугасы с хорошим пробитием 76 мм и шансом пожара 23%. Противоминный калибр линкора имеет 8 орудий с калибром 105 мм и 14 орудий с калибром 150 мм, бронепробитием 26 и 38 мм соответственно. Дальность ПМК в полной прокачке с перками командира
модернизациями и сигналами составит 7,5 километров. Я покатал в такой сборке, но все же установил модернизацию на точность орудий, которой по-прежнему не хватает. И в такой сборке дальность ПМК уже 6,6 километра. ПМК на этом уровне еще слабоват, а точность в современном рандоме часто решает. Торпед у этой ветки линкоров, как известно, нет. Но зато появился авиаудар с дальностью сброса 6 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 3400 единиц, и к сбросу готово одно звено с одним самолетом. А количество бомб на самолете всего одна. И таким авиаударом мы долго будем топить подводную лодку. Нужно отметить вполне неплохое ПВО, которое представлено 3 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 77 единиц, средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном 35 единиц, и дальняя аура с уроном 98 единиц и радиусом действия 5,2 км. Суммарный урон в аурах не сказать, что большой, но радиус действия ПВО немного подрос, а урон в дальней ауре ощутимо увеличился. И все это позволит более эффективно противостоять авианалетам. Перки командира потребуют переобучения при игре на топах ветки, но на этом уровне будут более актуальными. Первый перк – взрывотехник. Немного повысит шанс пожара и радиус взрыва глубинных бомб. Второй перк – наводчик. Увеличит скорость вращения приваренных башен. Третий перк – дальнобойные снаряды ПМК. Увеличит дальность ПМК на 20%, что позволит отпугивать эсминцев и иногда задействовать орудие ПМК в ближних противостояниях. Четвертый перк – мастер маскировки. Снизит заметность на 10% и чаще позволит застать врага со спущенными штанами. Думаю, на этом уровне мало у кого будет кэп с большим количеством перков. На линкор я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилить живучесть орудий главного калибра. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожара на 5%. И третий слот – система наведения. Повысит точность ПМК и орудий главного калибра, которые все еще косоваты, а также увеличит дальность ПМК на 5%. И именно с модернизацией на точность мне линкор понравился больше. Доступное снаряжение линкора. Стандартная аварийная команда, время работы которой 15 секунд, а перезарядки 80. Ремонтная команда, которых в базе 4 штуки, восстановит 235 очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается 80. Корректировщик огня на 100 секунд увеличит дальность стрельбы на 20% и решит вопрос с невысокой дальностью стрельбы. Время перезарядки расходника 240 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем. Кёниг имеет среднее на уровне количество очков боеспособности, мощное бронирование и среднюю маскировку. Невысокая скорость линкора не позволит быстро менять направление атаки, но хорошая маневренность повысит выживаемость линкора в перестрелках. Орудия главного калибра имеют среднюю дальность стрельбы. Калибр орудий мелковат, но это не помешает линкору наносить урон. А что мешает, так это по-прежнему не лучшая точность орудий. Сохранилась хорошая скорострельность орудий. Линкор стреляет чаще многих одноклассников, что делает его более опасным. По поводу ПМК на этом уровне все еще не стоит питать иллюзий. А ПВО неплохое и сможет немного потрепать авиагруппы. Линкор продолжает концепцию ветки.
имеет понятный и неторопливый геймплей, а хорошее бронирование прощает некоторые ошибки. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.